Здесь мы с вами посмотрим, что же вообще произошло на протяжении одного года. Ну, видеоклип получится у нас очень короткий. Почему? Потому что небольшая провинция, мало локаций, да, поэтому я постараюсь очень быстро проговорить все. Но хочу обратить ваше внимание вот именно на этом слайде. Здесь я показываю вам, что произошло с рынком жилой недвижимости «Новое жилье». Кстати, вот здесь уже и попало, я вижу, старое жилье, то есть апартаменты класса С, Д, Е, Ф. Период сравнения у нас ноябрь 2024 год, это 2750 евро за квадратный метр, и 2823 евро ноябрь 2025 года. Что, в общем-то, друзья, если вы посмотрите здесь внизу, красная такая черта, подытоживающая, показала нам в целом по муниципалитету, вернее, по провинции, в провинции у нас Фомагуста, куда входит агломерация городов, муниципалитетов, их прочитать вы сами можете, показала в среднем 2823 евро стоимость квадратного метра, что за год рост на 2,61%. Друзья, это вторая провинция. Помните, вчера я говорил о провинции Ларнака или Ларнака. Ну, там я еще не разобрался, куда ставить ударение, но говорят правильно, что Ларнака. Это наиболее адекватный рынок. Там рост где-то порядка 2,5%. И здесь мы видим та же самая история. Чуть больше 2,61%. Почему я считаю, что это адекватная история с рынком недвижимости именно в провинции Фомагуста? Вот давайте я вас познакомлю с основными макроэкономическими показателями. Ну, ВВП можете посмотреть. Инфляция, вот основной показатель. Я сейчас даю укороченный вам данные. В следующих видео, наверное, расширю, буду говорить и о домовладениях, то есть это виллы, это отдельный сегмент рынка. Наверное, не наверное, точно будем говорить об аренде по классам, включая в том числе и сегмент виллы. И, скорее всего, если будет возможность по времени, буду коммерческую недвижимость показывать, что происходило с коммерческой недвижимостью. При этом, при всем, мы говорим с цифрами. И вот инфляция, это Евростат дает, 2024 год специально показал вам, минус 2,6%. То есть евро обесценилось на 2,6% на территории острова Кипр южного части. И вот 2025 год мы видим, что, друзья, они планируют, что инфляция будет 2%, всего лишь 2%. Но я думаю, что по факту где-то в феврале 2026 года это будет 2,3%. Я предполагаю, скорее всего, что чуть больше будет инфляция. И это говорит о том, что вот еще раз деньги обесцениваются, их больше, в том числе фиатных денег. Есть ну, такой закон стоимости, когда сбалансированно работает экономика, когда количество денег сюда входит агрегат М0, М1, то есть это и наличные, и безналичные деньги. Ну, в общем, не хочу сейчас уходить в эту историю. Почему? Потому что многие просто не подготовлены, не поймут эту информацию. То есть количество денег, если больше, чем выпущено товаров и услуг, то, напомню, что рынок недвижимости или квартира является таким же товаром, то, естественно, за обесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товаров и услуг. По-простому, стоимость на товары и услуги увеличивается. Так вот, если 2% инфляция, обесценивание денег, то, скорее всего, рынок недвижимости, а и это показывает провинция Фомагуста, должен вырасти как минимум на 2%. А он вырос на 2,61%. Ну, с учетом там статистической погрешности, как любят говорить такие эти самые товарищи, которые, кроме как, ну, то опять же не хочу вдаваться в подробности, да, кто хочет со мной поспорить на эту тему, напишите, да, я подробно вам на эту тему изложу свое понимание ситуации, что такое статистическая погрешность. И когда вы сравниваете сравнимые
если говорим о рынке недвижимости, по классам объекта недвижимости, то статистическая погрешность, она настолько минимальна. Все это зависит от релевантной выборки, которая классифицируется именно по классам. А если вы берете в заголи по заголям, да еще и там спросите у риэлторов опрос по телефону, то там можно не только 2%, там и 5% можно придумать статистическую погрешность. И обосновать это, причем это можно все. Это все мы проходили, знаем, как это делается. Итак, мы видим, что при инфляции 2% рост на 2,61% это вполне себе нормальная история. То есть рынок недвижимости, мы привыкли говорить о рынке недвижимости как о неком инвестиционно привлекательном рынке, где, вкладывая деньги, вы получаете свой профит, то есть вы не теряете деньги, вы получаете. В данном случае вы, естественно, ничего не зарабатываете, но, по крайней мере, деньги ваши, вложенные в недвижимость, не обесцениваются. А вот через аренду, которую я начну давать со следующего года, осталось тут 4 дня, да, или сколько там, совсем немного, дает нам возможность посчитать именно пассивный доход, какие денежные потоки может генерировать та или иная недвижимость. Итак, подводя итоги, мы еще раз говорим, что рынок недвижимости жилой провинции Фомагуста показал рост 2,61%. И это, друзья, неплохой показатель. Деньги, вложенные в недвижимость в данной провинции, по крайней мере, недвижимость не обесценилась вместе с деньгами, которые обесцениваются, да, ну, в течение, понятно, определенного периода времени. Друзья, ну вот, в общем-то, наверное, все, что я хотел вам сказать. Закрываю показ слайдов. И что? Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости острова Кипр, южной его части, что надо делать вам? Ну, конечно, друзья, подписываться на мой канал. Вы также можете вопросы мне задавать, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячный обзор рынка недвижимости острова Кипр в данном случае, которые станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Завтра запишу подобное видео о уже провинции Никосия. И, друзья, где-то ближе к Новому году сделаем, так сказать, сводный анализ, что же произошло за год. Период сравнения, конечно же, будет ноябрь месяц 2025 года с 2024 годом. Но вот этот сводный анализ мы проведем и посмотрим, где больше, где меньше подорожала недвижимость. В январе месяце, в конце января, почему в конце января? Потому что статистические данные, по факту мы закроем год в 31 декабря, и обрабатывать ее начнет программа начала, ну и у меня время там уже будет, чтобы поработать с этой информацией, только к концу января месяца. То есть к концу января месяца я вам дам итоги года по острову Кипр, конечно же, пока по жилой недвижимости. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.